Сегодня речь пойдет о весьма необычной и редкой монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию высадки гугенотов в Америке. Интересно отметить, что идея выпуска этой монеты вызвала определенные споры среди историков еще в момент ее появления. Дорогие друзья, я, Дмитрий Савин, вновь приветствую вас на канале «Заметки нумизмата». И мы продолжаем рассказ о ранних классических памятных халфах Соединенных Штатов Америки. Сегодня речь пойдет о весьма необычной и редкой монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию высадки гугенотов в Америке, халф 1924 года. Этот памятный халф был выпущен в США в 1924 году в честь 300-летия прибытия в Новый Свет первых французских гугенотов и валлонов, протестантских переселенцев из Франции и Южных Нидерландов. В 1624 году группа переселенцев прибыла в голландскую колонию Новый Амстердам, располагавшуюся на территории современного Нью-Йорка. Позднее именно эти земли станут частью будущих Соединенных Штатов. Для американского общества начала XX века история ранних европейских поселенцев имела огромное символическое значение. В эпоху массовой иммиграции власти и общественные организации стремились подчеркнуть вклад различных народов в формирование страны. Выпуск памятной монеты должен был напомнить о роли гугенотов и валлонов в развитии торговли, ремесел, религиозной свободы и колониальной жизни Северной Америки. Монета выпускалась как памятный коллекционный выпуск и распространялась по цене выше номинала. Средства от продажи направлялись на организацию юбилейных мероприятий, исторических выставок и создание мемориалов, посвященных первым переселенцам. Интересно отметить, что идея выпуска этой монеты вызвала определенные споры среди историков еще в момент ее появления. Дело в том, что часть исследователей сомневалась в точности исторической трактовки событий 1624 года и роли именно гугенотов в основании колонии. Тем не менее, проект получил поддержку, а сама монета быстро стала одним из самых необычных выпусков американской коммеморативной серии. Автором дизайна стал Джордж Морган, хорошо известный нумизматом по знаменитому серебряному доллару Морган-доллар. Несмотря на преклонный возраст, мастер сумел создать весьма выразительную и необычную композицию. На аверсе монеты изображены обращенные вправо профили адмирала Гаспара де Колиньи и Вильгельма Молчаливого, двух важных фигур европейского протестантского движения XVI века. Колиньи был одним из лидеров французских гугенотов, а Вильгельм Оранский сыграл ключевую роль в борьбе Нидерландов за независимость от Испании. Размещение этих исторических персонажей на одной монете символизировало единство протестантских переселенцев, покинувших Европу в поисках религиозной свободы. Интересно, что композиция аверса напоминает стиль античных медалей и ренессансных портретов. Оба профиля выполнены в строгой классической манере, что придает монете необычный для американских выпусков европейский характер. Реверс монеты украшает изображение корабля «Новые Нидерланды», на которых переселенцы прибыли в Новый Свет. Парусник изображен в открытом море с наполненными ветром парусами, символизируя опасное путешествие через Атлантику и начало новой жизни в Америке. Вокруг расположены надписи с названием страны, юбилейной датой и номиналом монеты. Художественное оформление реверса получилось очень атмосферным. Корабль словно олицетворяет не только конкретную историческую экспедицию, но и саму идею переселения, надежды и поиска свободы, которая во многом лежит в основе американской истории. Тираж монеты составил около 142 тысяч экземпляров, однако значительная часть монет оказалась невостребованной и позднее попала в оборот. В результате количество сохранившихся экземпляров в состоянии Минстейт сегодня значительно меньше первоначального выпуска, а экземпляры с качественной прочеканкой и хорошо сохранившимся блеском сегодня ценятся особенно высоко. С художественной точки зрения монета заметно отличается от большинства американских памятных выпусков того времени. В монете практически отсутствует привычная американская символика – орлы, аллегорические фигуры или гербы штатов. Вместо этого акцент сделан на европейских исторических персонажах и теме религиозной эмиграции, что делает выпуск по-настоящему уникальным.
Сегодня эта монета представляет интерес не только для нумизматов, но и для историков, изучающих раннюю колониальную историю Северной Америки. Она напоминает о том, насколько многонациональным было формирование будущих Соединенных Штатов и какую роль сыграли переселенцы, прибывшие в Новый Свет в поисках свободы и новых возможностей. Среди коллекционеров данная монета остается одним из самых необычных и интеллектуально насыщенных выпусков классической эпохи американских коммеморативов. Спасибо, что смотрите наш канал. Приглашайте на наш канал своих друзей, знакомых, коллекционеров, историков и до будущих встреч. До свидания.